Здорово! Вы только вдумайтесь. 1,5 миллиона рублей влито в этот аккаунт. Мне дико интересно посмотреть, что там вообще такое может быть. И прямо сейчас мы узнаем, как выглядит аккаунт на 1,5 миллиона рублей. Ну что ж, здравствуй. Привет. Я знаю, что ты готов удивлять не только меня, но и всех наших зрителей. Поэтому не будем тянуть, просто начнем с персонажей. А я вам напомню, ребята, что в этот аккаунт было вбухано столько бабла, сколько, в принципе, многие не зарабатывают и за год. Давай для начала начнем с того, какой у тебя РП. Ранг приключений Да. у меня 54-й. И сколько ты играешь? Я играю вот с рерана Джунли. Вот когда вот Джунли вышел, я вот прям сразу играл. Вот как только вот Тартали закончился, сразу вот я начал играть. То есть, получается, ты играешь с апреля. У меня на данный момент есть все эпики, ну, все четырехзвездочные персонажи на 6 созвездий, кроме Кеи. А сколько у тебя, получается, всего легендарных персонажей? Давай мы посчитаем. Если начального не считать, то у меня их 10. 10 легендарных персонажей. Итак, первый у нас идет Джунли. Сколько у него? Ну, С6, ребята. С6. Джунли. Вы имеете полное право писать в комментариях, что вам не нравится. Простите, я просто не понимаю. Я не понимаю, как без счета играть, серьезно. Я в шоке полнейшем, но у нас впереди еще куча персонажей. Я думаю, что у меня инсульт сегодня точно обеспечен. Ну что ж, давай. Следующий делюк у нас. Я просто перфекционист, и я ненавижу, когда вот эта вот зеленая полосочка ХП неполная. С6. Делюк. С6 Джунли. Чё, какого хрена вообще, я не понимаю, здесь происходит? Это просто жесть. Сейчас я просто охреневаю теперь от Кадзухи. Кадзуха С6. Опять же, вот Казуху я выбил 6 созвездий просто потому, что это новый персонаж, считайте, это ДПС хороший становится, причем реально там по урону, даже вот с обычной атаки могут вылетать там 10 тысяч, 20, серьезно, прям вот. Скажи, пожалуйста, мне, сколько всего примерно это в примагемах? Где-то 500 тысяч точно, 500 тысяч точно. Итак, ребята, считаем, 500 тысяч примагемов мы делим на 160 и получаем 3125 круток, 3125 молитв. Это просто, вот ты сейчас, в данный момент, побил рекорд по молитвам, которые вот у меня были на этом канале. Я не знаю, найдется ли человек, который будет больше. Это я просто буду в шоке. Конечно, есть люди, которые гораздо больше донатят и так далее. Ну, просто, понимаете, я мог бы задонатить больше, но я просто не доначу, потому что, ну, предположим, допустим, вот меня забанят, или я заброшу эту игру, или меня взломают. Все вот эти вот деньги улетят просто в никуда. Напомни, сколько это в рублях? 1,5 миллиона. Не хочет донатить слишком много, чтобы вот обидно не было. Хорошо, у нас Аяка С6. Я вам напоминаю, баннеру-то всего лишь сколько? 13 дней вроде, да? И уже С6. Ладно, это... Слушай, а вот у тебя легендарки, ты вот прям до С6 и больше не крутил? Или ты вообще прям вкручивал дальше, вот пока там, например, есть проблемы? Зачем? Нет, я очень экономный. На Аяку я вполне так много и не тратился. Кли вот у меня тоже 6 созвездий, я потратил на... Там мне вот, допустим, вот я открываю 10 молитв, мне падает Делюк и Кли. Подожди, я тебя на секундочку прибью. Ой, прибью. Я тебя на секундочку перебью. Но, ребята, если вы не заметили, это сейчас 5-я легендарка С6. И напишите в комментариях, кто уже схватил инсульт. Я уже на грани, если честно. Это уникальный просто аккаунт, ребят. Посмотрите, Эола С6. Я не знаю, у меня нет слов. Ребят, вот вы можете просто, ну, я не знаю, ради прикола уже под этим видео написать, сколько у вас С6 легендарок. Здесь их 6 пока что. Что у нас по Чичи? Чичи у нас С5, правильно? С4. Бен это 6 созвездий, да. Я не понимаю людей, которые не любят 6-е созвездие. Просто берете Пира, ДД персонажа и все. И Делюк доволен. Я думаю, что у тебя здесь не только С6, может быть, у тебя тут С60. Не так уж и много, мне его где-то 12 выпало. Моночка! С6 Мона. Я не буду шутить по поводу Мона сбивает гарант у тебя, потому что тебе вообще будет на это все равно. Вот в повторках еле-еле падала, я еле-еле ее добил вообще. Мне вот Кэцин падает, вот Кэцин реально в повторках падает много. Дионка, ну С6 тут понятно. Дионочка, ну да, я же говорю, все эпики С6, кроме... Вы видели когда-нибудь Кею С5? Барбара довольна. С6 Барбара. Ну, я думаю, не только Барбара довольна.
Сянвиночка довольна. Вы уже, наверное, не понимаете, что происходит, но я вам скажу, что у нас тут сыпятся C6 персонажи просто, абсолютно любые. Ладно, что с Эмбер? Эмбер C6! Это капец. Джин тоже 5 созвездий. Когда выбью в 6-е созвездие, я буду ее брать в команду. Один из моих любимых героев, я не понимаю, за что вы ее хейтите. Она супер, просто бомба, просто класс. Ну, Кэцин мы уже с тобой Ну смотрели. да, мы видели Ноэлька. Да, Ноэлька, но это стандарт, да, Да. это стандарт. Да, стандарт. У всех так, типа. Да, Нингуан тоже стандарт, нормально. Сахароза довольна. Я скажу, все довольны, походу. Что с Лизой? Лиза интересно. Лиза топ. C6 Лиза. Вот вы представьте, насколько редко выпадают персонажи обычные, да, которые типа самый-самый стандарт. Тут C6 Лиза. Это я еще, кстати, вот я серьезно, это первый раз, когда я вижу C6 Лизу. Я ее еще до этого не видел вообще. Так, Ян Фейчка, созвездие тоже 6, в принципе, да. Мы не удивлены, потому что у тебя Аяка C6, это значит, у тебя миллиард Ян Фэй выпало. Ну да, Ян Фей, кстати, много падало. Розария C6, ну мы уже в Да, шоке. с Казухи много повыпадало. Чунь Юй хороший мальчик, да, с 6 созвездиями. Фишель это стандарт, да, Фишель это стандарт. Фишель C6, понятно. Бейдоу тоже у тебя C6. Да, как вы угадали. Рейдер тоже 6 созвездий. Мой любимый персонаж в игре, я не знаю почему, но он мне нравится. Он очень красивый. 6 созвездий, естественно, да. Синь-Янь. Вот. C6. Вот давай подведем итоги. Мы имеем 8 C6 легендарных персонажей. Не 4-звездочных, 5-звездочных персонажей. Это просто что-то невероятное. Я в шоке. Ну и, конечно же, все, да, 4-звездочные у нас тоже C6. Это как... Сколько у тебя моры? Я вот сейчас только заметил, ребят, посмотрите, сколько моры. Сейчас мы двигаем смотреть оружие и артефакты, поэтому милости прошу в свой инвентарь. Посмотрите, что это, блин, такое? Просто напишите в комментариях, вы первый раз такое видите, или для вас это в принципе обычное явление. Но 5-го пробуждения огромное количество легендарок. И посмотрите, новая сигнатурка на Аяку у нас 2-го пробуждения. Это что? У меня вообще вот я одну оставил про запас. Я понял. И это, ну вы поняли, да, Ну что да. тут человек не шутит абсолютно, это капец. Многие подумают, фотошоп, а хер вам, как говорится. Сейчас могла быть шутка про то, что ставьте лайки, у вас будет такой же аккаунт, но я боюсь, что вряд ли. Во-первых, мы посмотрим, что у тебя есть как минимум 3 оружия с полным пробуждением. Ребята, смотрите, это просто жесть. Кому не впадло, можете сейчас посчитать, написать в комментариях, сколько тут этих оружий. Возможно, прослезитесь. Я не знаю, я даже не знаю, что на это, как на это реагировать. Это просто что-то невероятное. Вот я вам серьезно говорю, это капец. Я такого вот реально никогда не видел. На самом деле, аккаунт дико интересный. Вот я тебе честно скажу, вот я начал делать обзоры аккаунтов специально вот для таких аккаунтов. По-любому нашелся бы аккаунт, который вот просто мог бы удивить просто всех. Если ты также хочешь попасть ко мне в видео, все, что нужно сделать, это прыгнуть ко мне в Discord. Ссылочка в закрепленном комментарии. Давай мы теперь посмотрим артефакт. Я боюсь сейчас посмотреть. Вот скажи, ты как часто ты вообще играл в Геншин? То есть ты каждый день заходил на протяжении всего этого времени или как было? Если честно, я прям, я и до сих пор, я не понимаю людей, которые говорят, что в Геншине нечего делать. Даже вот с выходом Инадзумы я просто не успеваю. До сих пор есть какие-то квесты, которые я не сделал. Я просто каждый день и в данжи иду, и хожу по миру, там прокачиваю персонажей. Мне кажется, это просто мое количество мора это позволяет. Я думаю, что такое говорят люди, у которых просто нет смолы. Понимаешь? Поэтому Да. им нечего делать. А когда есть огромная куча примагемов и смолы, конечно, контент уже не исчерпаем, безграничен. Качай персонажей, хоть закачайся. Ну, давай посмотрим, сколько у тебя всего прокачанных артефактов. Плюс 20. Ну вот, как бы вот. То есть у тебя, в принципе, немного. Я ожидал, конечно, Ну, побольше да. увидеть. Но давай мы посмотрим вообще, в принципе, сколько у тебя артефактов. Может, так быстренько пролистнуть, чтобы мы вот Да. сейчас... Вот. Ну, я думаю, что у тебя с прокачкой артефактов, ну, точно не возникнет никаких проблем. Скажи, пожалуйста, какие самые у тебя классные артефакты прокнулись, да, на самые большие статы, которые только можно будет найти? Вот, 26 крит урона, вот, и Да. плюс 5 шанса крита. Ну, по-моему, неплохо, что есть и крит урон, и шанс крит попадания, и вот, крит урон 28 Да. на ячку. В принципе, это как бы все, у меня остальное все стандартно, видите,
видите, 14/7, 14/10. Давай теперь покажи мне свои пачки, да, с которым ты бегаешь вообще по миру, в принципе. Ну, мы уже, в принципе, по артефактам немного поняли, Да. но ты все равно нам покажи. Первая моя пачка была сразу с Джун Ли. Я тогда вот со своим другом начал играть, он меня там всему учил, это же он меня как бы в Геншин тащил и так далее. Нормально притащил просто. Я подсел, вот. И у меня вот первая пачка была вот такая, то есть Джун Ли, вот эта вот красавица, Цицихо, Сахароза и Барбара. Барбара у меня была, я помню это, да, я ее очень любил. И мне как бы было нормально, то есть я даже не заметил, как я Джун Ли апнул 10 уровень дружбы. То есть я какое-то время просто там выбивал Дилюка, я выбил Мону, Кэцин, Джин я вообще последнюю выбил. Говорит мой друг, давай, меняй отряд, а я нет. Цицы, видите ли, топ-дамагер. Я серьезно, я считал, что Цицы топовый дамагер. Я играл на ней где-то вот пол своего пути в Геншине. Я ее любил, обожал, а потом мне говорит друг, ну просто чисто из любопытства, вот возьми Дилюка. Я беру Дилюка и наношу 10к. Я так, чё? Ну, потом, естественно, я там сменил отряд. Вначале у меня вместо Кли был Дилюк долгое время. Вот, потом я поставил Кли, потом вышел Казуха, я поставил Каку, потом у меня же Ола еще была, и я ее быстренько так прокачал на 10 уровень дружбы, а опа, Аяка вышла, вот. Топовый отряд. Так как у меня Казуха уже 9 уровень, я ни разу не юзал Беннета, то есть вообще практически вот им не играю, вот, видите, вот, первый уровень дружбы, все, просто не играю, прокачиваю и не играю. В будущем планирую брать, и Джин буду брать, милашка просто, скин на нее. Ну, с персонажами понятно, я думаю, настало время посмотреть твой чайник. Тут у меня посевы, получаю достижения, качаюсь, вот моя цель 400 достижений, поэтому это нужно делать. Тут у меня небольшой загончик, это мои друзья, это Саша, а это Стасик, да, мои друзья. Тут место для отдыха, где можно почилить, потусить, ну у каждого такое есть, мне кажется. Ну да, как и C6 легендарки. Куча хлама, вот видите, вот эти вот. И тут у меня полностью загруженный остров всяким хлабом, но так как я перфекционист, у меня тут все ровненько, по-моему. Заходим, и у меня тут Арена по центру. приют, у меня тут приют, да, ну арена, естественно, цветочки, мы же не животные, да, карты. Так как я доначу на пропуск, у меня тут ширмы, стулья, я же как бы должен был там ачивки выполнять, поэтому я тут все это получал, ставил, да, это печки. Это как будто цех какой-то у тебя, а не дом. А вот тут у меня Аяка, просто тут копится опыт дружбы, я ей вот сделал такой уголочек. Вот, когда она полностью прокачается, я ее сменю, да. Тут ширмы, склад ширм, да. Что-то типа библиотеки нестандартной, да. Очень удобно стол ставить возле двери, кстати. Печки, это вот целый лабиринт. И если вот тут походить, мне кажется, можно найти вход в Нарнию. 10 уровень чайника, но это, в принципе, легко сделать, да. И вот, сменить форму обители, 3 обители по 20 тысяч комфорта, тут вообще 22 тысячи. Подходим, ребята, к моменту, который вы, в принципе, все так ждали. Мы сейчас посмотрим, сколько в данный момент у нас примагемов, этой звездной пыли и блеска. Я думаю, что самое время это показать. У меня 24 тысячи, но я вам скажу, это не предел. Я еще куплю по 8 тысяч примагемов и буду покупать Саю. Не хочу я Юмию, я хочу именно Саю. Я обожаю Саю, она топовая, Немо люблю, все, она малышка-ниндзя, хочу Саю на 6 созвездий. Всё. Оказалось, что Саю это парень, кстати. Ну так тем более хорошо, да. Я вначале думал, что Синсю тоже как бы девочка, да. Ну ничего страшного. Ребята, обратите внимание, 30 тысяч пыли. Это просто капец. Это сразу понятно, сколько человек вообще делал круток в принципе. Это просто что-то. У меня сегодня утром, вы не успели, у меня было 37 тысяч, я просто на вот это вот все слил, на Мору, потому что мне же все-таки нужно пополнять запасы. Мне это вот на такое количество Моры хватит. Это 15 миллионов. 15 миллионов Моры. Просто по щелчку пальцев. Чисто ради интереса, ребят, напишите в комментариях, сколько у вас вообще Моры. Именные карточки. Не надо говорить, что я нуб.
YouTube, я бездну прошел. Но я не только молодец, но я и умный. Знаете почему? Я не стал мучить свои нервы, я просто дал Саше, и он сам отмучился и прошел эту бездну, и все достижения мне сделал. Всё. Поэтому сейчас Саша находится в загоне с кабанами. Делаем тогда круточку на удачу. Хотя, я не знаю, что ты будешь вообще крутить, если у тебя, в принципе, и так все есть. Я заготовил на Саю. Вот Аяку я выбил вот чисто, чтобы в команде она ульту бросала. Вот, я и прокачал криты. Это, поверьте, для нее это нормально. Она на ульте сносит дракона, понимаете? Выпадет Аяка, я не... все, не выпал, слава богу, я не хочу Аяку. А так у нас Джин, ребята, у нас Джин C5, по-моему, да, у тебя? Джин C5, да. Прикиньте, Хочу выпало. Джин. А ты 10 круток решил сделать? Я думал, ты одну сделал. Да, конечно. Спасибо тебе огромное за обзор. Это просто самый уникальный, это первый на моем канале, ребята, самый уникальный и крутой аккаунт в Геншине, который только может быть. Вы в комментариях напишите, как вам, просто оцените. Ну, я и так уже знаю ваши комментарии, конечно же, он шикарен. Да, скорее хейт будет. Фу, донатер, фу. Желаю всем, чтобы вам выпала Аяка, потому что не знаю почему, но Аяка мне нравится.